Популярный американский журналист Такер Карлсон, который занимает пророссийскую позицию, приехал в Москву. Ранее он сообщал, что хочет взять интервью у Путина. В этот момент его лоббист и друг Илон Маск попал в серьезный скандал, связанный с наркотиками. Обо всем этом и не только расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Израилю поможем, Украине нет. Что скрывается за новым скандальным законопроектом США? Помощь, которую мы оказывали, теперь прекратилась. Атаки, которые совершают русские, только усиливаются. Об этом мы говорили и ранее. США и Британия нанесли удары по 30 объектам хуситов в Йемене. Сегодняшний удар был нацелен конкретно на объекты, связанные с глубоко закопанными хранилищами оружия, ракетными системами и пусковыми установками. Огненный ад в Чили. Как минимум 50 человек погибли в результате лесных пожаров. Добрый вечер, дорогие зрители! Не забывайте лайкать, а также комментировать наши выпуски. Ваши комментарии дают нам мотивацию работать, а главное – доносить людям правду. Перейдем к новостям. Ситуация на линии фронта остается тяжелой, однако есть и хорошие новости. Украинские военные продвинулись юго-западнее города Бахмут Донецкой области. О продвижении сообщил Американский институт изучения войны, ссылаясь на кадры с геолокацией. Позиционные бои продолжались возле Клещеевки и Богдановки, а также в направлении Ивановского. Российские источники утверждают, что оккупанты продвинулись по неуказанной дороге в направлении Ивановского и захватили новые высоты к северу от Клещеевки. А украинские силы отвоевали несколько позиций к северу от Богдановки. Уничтожая в неглубоком, фактически там в первом ряду тыла врага его пункты управления беспилотными летальными аппаратами, пункты сосредоточения боезапасов, как раз и послабляем возможность тех активных подразделений, которые на передовой, продолжать вот эту боевую работу, штурмовую. Ситуация вокруг главкома ВСУ Валерия Залужного остается непонятной. Отставки генерала так и нет, вместо нее только слухи и утечки. Однако западная пресса вовсю начала анализировать происходящее. Британский политолог Марк Галиотти написал большую колонку для The Sunday Times, в которой говорит: президент Украины будет индиктивным, если уволит Залужного, и слабым, если оставит его в должности. По его словам, политическое положение главы государства неудобное. Он подчеркивает, что напряжение между Зеленским и Залужным, двумя самыми влиятельными людьми в стране, растет длительное время. Залужный считал неоправданным политическое вмешательство в его решение. Зато в офисе президента были обеспокоены популярностью железного генерала. Хотя он не проявлял никаких признаков политических амбиций, генерал – единственная фигура, которая может конкурировать с президентом в общественной поддержке. Генерал старается избегать внимания, но он имеет репутацию жесткого и честного командира. В частности, он рассматривается как разрыв с генералами советских времен, которые вообще не смогли реформировать украинскую армию к войне. Ясно одно – выгоду от происходящего получает только Россия. Пропагандисты нарадоваться не могут. Кремлевский одиозный политолог Сергей Марков, потирая руки, уже предлагает перекупить Залужного. Маргарита Симонян тоже не забывает злорадствовать, заявляя, любая смута в Украине им выгодна. Сотрудники офиса Зеленского призывают не раскачивать лодку и перестать политизировать ситуацию. Президент, как верховный главнокомандующий, имеет абсолютное право и только он имеет это право оценивать результативность тех или иных действий, принимать те или иные решения. Общается ли он с главнокомандующим? Безусловно, форматы ежедневные. Это и военные кабинеты, и ставка, и селекторы обеспечительные и так далее. Получает ли он надлежащие, скажем так, компетентные оценки того, что происходит по линии ПРО? Конечно. Может ли он на основании этого делать выводы с точки зрения того, идем мы в правильном направлении или не в правильном? Поэтому для меня это все очень странно выглядит, знаете, то есть попытка политизировать военную ситуацию. Палата представителей США на следующей неделе проголосует по законопроекту о помощи Израилю в размере более 17 миллиардов долларов. Как заявил спикер парламента, такой шаг необходим для скорейшего получения помощи Цахал в его борьбе с Хамас. Он отметил, что сейчас у США нет времени рассматривать пакет, который объединяет помощь Израилю и Украине. У Сената больше не будет оправданий, какими бы ошибочными они ни были.
против быстрого принятия этой критически важной поддержки нашего союзника. Законопроект выделяет финансы на израильские системы обороны, «Железный купол» и «Железный луч», а также военные операции США на Ближнем Востоке и усиленную защиту американских посольств. Законопроект направлен на удовлетворение потребностей США в военном финансировании для наращивания операций на Ближнем Востоке после нападения Хамас на Израиль 7 октября и последующего военного вторжения Израиля в сектор Газа. В администрации Байдена назвали инициативу циничным политическим маневром. Представитель Белого дома заявила, что они решительно выступают против этой выходки, которая не помогает безопасности границы, а также не дает возможности Украине защититься от агрессии и отказывает в гуманитарной помощи палестинцам. Ранее Джон Кирби напрямую призывал Конгресс одобрить помощь Украине. Очень важно, чтобы Конгресс принял решение о дополнительном запросе по национальной безопасности и выделил нам больше средств. Помощь, которую мы оказывали, теперь прекратилась. Атаки, которые совершают русские, только усиливаются. Об этом мы говорили и ранее. Они используют северокорейские баллистические ракеты для выполнения своей грязной работы. Так что потребность в помощи сейчас острая, особенно в эти зимние месяцы. США и Британия нанесли удары по 30 объектам хуситов в Йемене. Министр обороны Штатов заявил, что такое действие направляет четкое сообщение хуситам о последствиях в случае нападений на морские военные суда. Сегодняшний удар был нацелен конкретно на объекты, связанные с глубоко закопанными хранилищами оружия, ракетными системами и пусковыми установками, системами противовоздушной обороны и радарами хуситов. Хуситы заявили, что военные самолеты США и Британии нанесли удары по нескольким провинциям Йемена, включая столицу Сану. Как минимум 50 человек погибли в результате лесных пожаров в Чили. Огонь охватил густонаселенные районы в центральной части страны. Число жертв может многократно возрасти. В нескольких регионах идет масштабная эвакуация населения. В стране объявлен режим ЧС. По словам министра внутренних дел страны, пожары выжгли по меньшей мере 8 тысяч гектаров территории. Скандального американского журналиста Такера Карлсона заметили в Московском Большом театре. Это первый визит пропагандиста в Россию. Карлсон – знаменитый журналист, который в прошлом году был уволен с телеканала Fox News, где ранее он вел политическое шоу. Он прославился благодаря резкой критике Джо Байдена и поддержке политики Трампа, речами против феминизма и ЛГБТ, а также видимой пророссийской позицией. Цель визита Такера в Москву пока неизвестна. Ранее он заявлял, что хотел бы взять интервью у Владимира Путина. Я журналист, и я объездил весь мир, мне кажется, что был везде, кроме России, а Россия участвует в войне, которая меняет мир. И я должен поехать посмотреть на это, если честно, я даже планировал это сделать, и меня остановило правительство США. Правительство США не дало мне этого сделать, и я планировал туда поехать, чтобы записать интервью с Путиным. Я начал работать над этим, и они взломали мои текстовые сообщения, а АНБ взломала мой аккаунт, о чем я не знал, что они могут такое сделать. Хороший друг и один из лоббистов Такера Карлсона, Илон Маск, попал в очередной скандал. Члены совета директоров Tesla и SpaceX употребляли наркотики вместе с владельцем компаний, самим Маском, опасаясь его огорчить. Об этом сделали расследование The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Они утверждают, что Маск употреблял кетамин. Вместе с Илоном Маском в отеле Остин Пропер кетамин употреблял член совета директоров Tesla и сооснователь сервиса аренды жилья Airbnb Джо Гебби. Wall Street Journal также пишет о случаях, когда вместе с господином Маском наркотики употребляли бывшие члены совета директоров Tesla Стив Джарвидсон и Антонио Гарсиас, а также брат бизнесмена Кимбл Маск, который входит в совет директоров Tesla и SpaceX. Издание сообщает, что братья, а также близкие к Маску люди посещают специальные нарковечеринки в Мексике. Дело дошло до того, что один из друзей Маска, бывший член совета директоров Tesla Ларри Эллисон, даже предлагал ему зимой 2022 года поехать на Гавайи, чтобы бизнесмен мог отдохнуть и прекратить употреблять наркотики.
Окружение Маска в компании опасается его расстроить отказом употреблять, поэтому бизнесмен помог им сколотить состояние. По сведениям источников Wall Street Journal, некоторые близкие к господину Маску люди, в числе которых члены совета директоров Tesla, считают, от них ждут, что они будут употреблять наркотики вместе с миллиардером. Люди из окружения Илона Маска опасаются его расстроить, поскольку он помог им сколотить состояние и не хотят рисковать потерей социального капитала. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев и лайков. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы всегда оставаться в информационной повестке, а также подписываться на нас и в других социальных сетях – Telegram, Twitter или же TikTok. До встречи в следующих выпусках.